Всем привет! Посвящается сегодняшний разговор, просто разговор, 35-летию разрушения Берлинской стены. Скорее, эту дату можно назвать началом распада Советского Союза. Датой, когда было признано поражение в холодной войне. По сути, конечно, Берлинская стена — это символ холодной войны. И вот с этой даты начался процесс распада Советской империи. Поэтому я предлагаю вам поставить лайк, подписаться. И очень-очень прошу вас, давайте поспорим со мной. Вот прям очень прошу поспорить в комментариях. С моей точки зрения, с моим рассуждением. Рассуждение вот о чем. Я общался с многими иностранцами, у которых были предки из Российской империи. Не из России, из Российской империи. И все эти люди в той или иной степени состоялись. Вот хотел бы вам предложить подумать о их предках. Какой-нибудь 900-й год. Человек по фамилии Бабич, еврей, в Одессе или Одесской губернии, как она тогда называлась, он испытывает последствия погромов на себе. То есть постоянно поддерживаемый государством антисемитизм Российской империи, убийства еврейских детей, пьют кровь младенцев, известные байки христианских, да? И он решает уехать в Нью-Йорк или куда-нибудь там в Монреаль, уехать в США, потому что здесь есть вероятность, его убьют в Новороссии. Он собирается, там, не знаю, все, что было в семье, продает, покупает билет и уезжает в Америку. И я виртуально встречаюсь с потомком этого Бабича на просторах интернета. Мы с ним учим русский язык. Почему? Потому что у него вот есть тяга к крови. Не знаю, знает ли, кстати говоря, не знаю, знает ли он иврит, или идиш. Вот потянуло его выучить русский язык. И человек учит русский язык, переживает по поводу того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, занимает антивоенную позицию, но при этом он отучился на медбрата, выжил. Я себе задаю вопрос, а выжил ли тот Моисей Бабич, который был выжил бы тот предок этого Бабича, если бы он остался в Одессе? Не погиб бы он во время очередного еврейского погрома, последовавшего за погромами турбулентного периода первых русских революций, не отправился, скорее всего, он бы отправился на войну, на поля Первой мировой, а если нет, то тогда гражданская война. О том, что я, в общем-то, рассуждаю о том, что вероятность гибели этого предка Бабича
практически превышает 50% с учетом его национальности и места, где он жил. Потом же еще там были и оккупация немецко-фашистской Германии, и дело врачей, сталинские репрессии. Окей. В этом случае отъезд в начале 20 века в Америку – спасение жизни. Давайте поговорим еще одного человека, которого я лично узнал, случайно совершенно. В Каркассоне есть туристическое агентство, которым руководит человек по фамилии Ворлов или Варлов через В. И его предок гуглится. Потомок белой эмиграции во Францию. Уже спасался во время гражданской войны. Тут нет никаких сомнений, нет никаких «если». В плане того, выжил бы он, этот Варлов, во время гражданской, выжил ли бы он потом во время чисток, его дети, как, классово чуждый. То есть вот тоже человек переехал и не затерялся где-то среди французов, владеет туристическим агентством, гордится своим происхождением, помнит фамилию свою, носит до сих пор эту фамилию. Давайте подумаем о том, кем и с чем стали еврейские иммигранты из Советского Союза 70-х, 80-х годов. Насколько я знаю, многие из них в государстве Израиль стали занимать государственные должности, по крайней мере, их дети. Изобретатель телевизора, выходец из Российской империи, телевидения. Сикорский, понятно, тоже вертолеты Сикорского. Давайте вспомним, вы не сможете, а я смогу. Мой одноклассник Марк, плохо учился в школе, с трудом ему давались точные науки. Уехал в 93-м году после окончания школы в Израиль. Мы поддерживаем небольшую связь, не то чтобы общаемся часто, держим друг друга в поле зрения. Марка все хорошо, несмотря на то, что вначале ему было очень сложно, он об этом рассказывал. Тем не менее, у него красивая жена, прекрасная красавица дочь, которая путешествует по миру. Марк работал в ведущих телеком-операторах Израиля. То есть жизнь у человека сложилась. Лично мы, по-моему, виделись где-то в середине, в 2015 году в Краснодаре. Он приезжал туда. Я о том, что когда Марк учился в школе, мы не думали, что он выбьется. Плохо учился откровенно, особенности в точных науках. Нет, видите, все получилось у человека. И семью создал, и работал в IT-компаниях. Казалось бы. Сейчас, я так понимаю, доволен жизнью. О, речка какая-то. Интересно, зачем они накрывают землю этими тентами? В чем смысл? Чтобы не размывало дождями? Непонятно.
Так вот, давайте продолжим. То есть потомки еврейской миграции нашли себе место в Израиле, разъехались по всему миру. Я не слышал, чтобы массово возвращались, как массово уезжали, чтобы возвращались массово в Россию. Уезжали в Германию, немцы. Тоже о массовом движении возвращения мне неизвестно. Я знаю, что некоторые немцы, имея немецкие паспорта, немецкие пенсии, приезжают обратно в Горячий Ключ. Да, я таких соседей знаю. Александр, например. Возвращаются обратно и, будучи защищены немецким государством, хотя бы в плане получения пенсии, естественно, выигрывая от курсовой разницы между евро и рублем, эти люди хотят проводить время в России, извлекают выгоду из того, что их не заставляют отказаться от немецкого гражданства. Уверен в том, что если бы им сказали: вы, ребята, живете в России, выбирайте, какой паспорт вам оставить, российский или немецкий. Ответ, мне кажется, очевиден. Оставили бы немецкий паспорт. Хотя в частных разговорах они хают Германию, хвалят Россию. Ну, это удобно делать, когда у тебя несколько паспортов. То же самое касается Корзиной, которая руководит этой группой «Два майора», или как она там называется. Народ фронту, фронт народа, не помню точное название. Когда у тебя семья во Франкфурте на Майне, то можно быть ярым патриотом России, зная, что даже если все вокруг в Германии узнают о том, что ее сын и муж живут живут во Франкфурте, и кем является эта женщина, которая поддерживает войну всеми возможными способами, даже в этом случае им ничего не грозит, потому что правовое государство. Вот так вот очень удобно, очень удобно. Собственно, этим и пользуются все российские коррупционеры, все российские, в кавычках, патриоты. Здесь, на Западе, они используют в свою пользу правовую систему, работающую не идеально, но работающую. А в России они пользуются тем, что вот мы уехали из проклятой Германии, и сейчас мы тут патриоты. Очень-очень удобно. Я хотел бы завершить эту такую вот обвинительную речь тем, что сколько бы я ни задумывался, все те, кто уезжал из Российской империи по причине еврейских погромов, потом по причине революции, гражданской войны, репрессий, те, кто не вернулся в сталинский Советский Союз из угнанных на работы в Германию, а уехал на Запад, те, кто уезжал в 70-е, 80-е годы в рамках Алии, все те, кто уехал после 90-го года, когда открыли границы, когда распался Советский Союз, у этих всех людей все хорошо сложилось в той или иной степени. Как минимум не только у них, но и у их потомков. А те, кто оставался, им пришлось пережить все то, что я перечислил. Ужасы
ужасы сталинского Советского Союза. К сожалению, я хорошо это знаю по истории нашей семьи. Мне рассказывал отец о том, как он жил. Он родился еще до Великой Отечественной войны. Он мне рассказывал, как он жил при оккупации, как он жил после окончания Второй мировой войны при Сталине. И это ужасы. Не тема для сегодняшнего разговора, но те все, кто любят Советский Союз, приглашаются мною пожить в состоянии, когда ты не знаешь, приедут за тобой сегодня ночью или приедут за соседом. Объявят завтра твою семью семьей врага народа. Просто ты ничего не сделал. Ты просто родился в этой семье. Но ты можешь быть врагом народа просто по факту рождения. Вот так вот. И те, кто сталкивался с проблемами при переезде в первые годы, наверняка в последующем рады, что они не оказались, допустим, те, кто в 90-е уезжал, радовались тому, что они не оказались в России в 2014 году, в 2004, 2000, 2008, все эти кризисы, все. В дальнейшем все это будет еще и еще раз. Россия бегает, как в одном из фильмов Глуховского, по сценарию Глуховского, Россия бегает как паровоз по кругу, даже не по спирали, по кругу. Меняется антураж, суть не меняется. 35 лет прошло. Единственное, о чем я жалею, о том, что я поверил, тогда еще был маленький, а в начале 90-х я поверил в то, что нет, Россия выйдет из этого круга несчастий, пойдет какой-то такой понятной, проторенной, общей для всех дорогой. Увы, с учетом прожитого 35-летнего опыта, не выйдет. Просто потерянные 35 лет. Потерянные на создание бизнесов, которые не могли принести больших денег, больших в мировом понятии денег, потому что при определенном масштабе за твоим бизнесом приходят. Так было и со мной. Когда я вырос до определенного размера, у меня его просто отобрали. То же самое касательно имущества. Вы сейчас видите, можете увидеть. Все, кто владел чем-то, должны быть готовы, что вы этим владеете не и владели, или владеете незаконно. Столкнулся с этим на себе, на собственном опыте. И последнее, естественно, нет никаких законов, защищающих вас от насилия. Вы никоим образом не защищены. Монополии на насилие у государства больше нет. Если завтра вас или вашу семью убьют, ничего этому человеку не будет, или группе лиц. Они просто изъявят желание повоевать, и все. Их даже не будут расследовать. России нужны убийцы, профессиональные убийцы. Поэтому я не знаю, что вас все еще удерживает в России. Я не знаю.
Понятия не имею, куда я иду. И как отсюда выйти, честно говоря, я не знаю. Сейчас буду пытаться спрашивать местных жителей. Акация цветет. Ноябрь месяц, 10 число. Акация цветет. В общем, какие-то я запутанные места пробрался. Сейчас надо выходить отсюда. Водоканал. Насосы качают что-то. Ну, видите, уровень безопасности вы можете увидеть. То есть ни тебе камер видеонаблюдения, ничего. Просто сетка рабица. Да, ребята, конечно, в Испании расслабленные до максимального вида. И это, с одной стороны, это классно, что вот они такие на расслабоне. С другой стороны, это иногда пугает, что настолько быть расслабленным. Ну, тут вообще нету, не внедрено видеонаблюдение. Кстати, да, давайте об этом поговорим. Что я вам хочу сказать? Те, кто сейчас в России находится, вы нужны Испании, вы нужны Европе. Мы с вами как тренированные представители спецназа. Мы с вами alerted, мы с вами такие вот напряженные, сконцентрированные, такие вот все готовые к прыжку, готовые к любым действиям, потому что мы выросли в такой стране. Я, наверное, никогда не расслаблюсь до уровня испанцев. И с точки зрения бизнеса, если у вас есть начальный капитал, если вы можете позволить себе проведение неких исследований маркетинговых, ну потому что вы не знаете испанской жизни или европейской жизни, тут не обязательно речь про Испанию идет. Это может быть любая страна, которая в Европе вам нравится. Почему по Европе? Потому что, ну, просто тут более-менее все привычно в плане напряжения питания, продукты питания. Ну, то есть понятно, что Соединенные Штаты представляют больше возможностей, потому что это все-таки крупнейшая экономика и крупнейший рынок в мире. Но это все-таки страна, которая более другая в какой-то степени. В то же время в Европу добраться проще. Так вот, в плане бизнесов, первое, здесь нужны сервисы. Как это будет не смешно вам услышать, в Европе мало хороших сервисов. На чем вы можете сыграть? В Испании. Я буду только про Испанию говорить, потому что я уже плохо помню Бельгию. И тем более это было почти 10 лет назад. В Испании вы можете сыграть на том, что характерно для испанцев. Сиеста, соблюдение всех возможных национальных праздников. Вы на это можете сыграть. Здесь есть два русских, в кавычках, магазина, ну, в смысле славянских. Товар там в основном украинский, либо сделанный в Германии. Под наш вкус, я про продукты. Но суть в том, что люди-то там наши, соответственно, эти магазины работают почти 7/24. И в выходные, и национальные какие-то местные праздники, которые празднуются здесь, в валенсианском сообществе. Что это такое? Какие-то фрукты. Что за фрукты?
Бобы какие-то. Да? Не, ну, нафиг, не буду я. Ну, кстати, я вам могу поговорить и поснимать красоты. Где бы вы еще увидели асфальтовую дорогу в такой глуши, куда я залез? Да, вот, кстати, в плане строительства, дорожного строительства, вряд ли вы преуспеете. Во-первых, тут своих родственников полно. Ну, то есть вас не подпустят к муниципальным или государственным подрядам, скорее всего. А во-вторых, ну просто нет у них таких условий, чтобы эти дороги так сильно разрушались. Нет у них перехода через ноль, нет у них снега, гололеда. Так что дороги, вот, посмотрите, размываются, но как-то они не очень парятся по этому поводу. Я, кстати, понятия не имею, куда я иду. Но куда-то я дойду, надеюсь, до темноты. Вот. Красиво, да? Все ползет, все разрушается. Никто особенно не парится по этому поводу. Если бы шли ливни и дожди, то, наверное, надо было бы укреплять. А так сухо, и никто ничего здесь не укрепляет. Вон старый домик даже здесь. Хоть бы не тупик. Вот. Это раз. Ну вот сервисы, да. Работать по выходным, работать в праздники, банковские сервисы. Кстати, лучше всего, если эти бизнесы, которые вы будете предлагать, не будут связаны с людьми. Просто Испания социалистическая страна, и здесь права рабочих очень сильно защищены. В том плане, что тут даже дают отгулы в связи с менструальными болями. Вот, насколько понимаю, только в некоторых странах Европы такое есть. А вот если у вас сервисы, допустим, какие-нибудь хай-тековские, банковские, или какая-нибудь там, не знаю, биотех, эдтех, что-то такое, что направлено на людей, но